Новая Сирия в современности. Это Hearts of Iron 4 с модом Millennium и старт 1 января 2000 года за Сирию. Вот она, наша игровая держава, которая стартует в очень тяжелой ситуации, которая со старта выглядит достаточно сильной страной, но на деле проблемы из-за оккупации Ливана, много беженцев, проблемы также с курдами, ну а самое важное — это скорое разделение власти и борьба за то, кто же станет следующим лидером державы. Да и наши соседи тоже доставят нам немало удовольствия. Все-таки Ближний Восток — дело тонкое, и один шаг не туда может привести к полному краху. Но в любом случае постараемся сделать Сирию сильной и мощной державой, разобраться с коррупцией, которая здесь повсеместная, и улучшить жизнь как обычных граждан, так и расширить границы державы. Как-никак, здесь весьма интересные разнообразные древо фокусов, в том числе даже на разные политические направления, которые мы с вами в этом ролике заценим и посмотрим, чего сможем добиться за Сирию. Стартуем же мы с союзники Саудовской Аравии. Будем разбираться с оккупацией Ливана. Здесь у нас два направления: дать ему свободу, либо же окончательно интегрировать. Я как раз предлагаю окончательно интегрировать державу. Все-таки не зря столько лет мы влияли на него, пора бы окончательно прижать к себе. По поводу нашей стартовой армии и наших расходов нам придется все это срезать, армию уменьшать, расходы на гражданские нужды и прочее тоже срезать, так как бюджет у нас уже с долгами, минусовой, а экономика — это основа развития государства. Запускаю время и давайте постепенно развивать Сирию. И хоть зимняя распродажа в Стиме закончилась, но вы все равно можете выгодно приобрести как саму Хойку, так и дополнение к ней с помощью GG Sale. Здесь вы сможете пополнить свой Steam аккаунт с рекордно низкой комиссией всего в 5%. Притом сделать это достаточно легко. Вам лишь надо перейти по моей ссылке в описании, ввести свой логин Steam, указать нужную сумму в блоке пополнения, дальше оплатить, и уже через несколько минут средства будут на вашем аккаунте. Быстро, удобно и выгодно. Ну и конечно же, не забывайте о скидках. Ведь чуть ниже есть список товаров со скидкой, а также товары, которые недоступны в вашем регионе. И все это по очень приятным ценам. Сам же GG тоже становится выгоднее. Сейчас у них за каждую покупку вы получаете баллы, которые можно использовать в масштабном розыгрыше призов. А участвовать проще некуда. Проходите быструю авторизацию через электронную почту и получаете баллы за покупки и задания, увеличивая свои шансы на победу. И кроме этого, GG еще уникален тем, что это не просто магазин, а marketplace, который соединяет продавцов и покупателей. Здесь вы найдете не только распродажи и эксклюзивные предложения, но и новинки, различные подписки и лицензии. Добавок к этому сможете ознакомиться с описанием товаров и отзывами, чтобы купить именно то, что вам нужно. Ну а безопасность таких покупок на высшем уровне. Ваши средства не поступают продавцу, пока вы не подтвердите, что товар соответствует описанию. Тем самым GG гарантирует безопасность сделки. Не упускайте свой шанс сэкономить и получить бонусы. Переходите по моим ссылкам в описании и пополняйте Steam всего под 5% только на GG. И вот сразу же стартуем с не очень приятного события — кедровая революция. Ливан борется против нашего контроля, еще и он их поддерживает, и мы можем уйти оттуда, освободить Ливан, и потеряв все те усилия, которые мы делали для того, чтобы его присоединить, либо же сказать, что мы остаемся, и получить международные санкции на 2 года, что еще дополнительно уничтожит нашу экономику. Ну что ж, выбора нет, мы остаемся в Ливане, мы не прогнемся под санкциями и доведем свою цель до конца. Окончательно их присоединим, благо нам остался этот фокус, еще урезать политические свободы, и все. Мы сможем их интегрировать. И почти одновременно у нас тут гибель нынешнего лидера, и у нас теперь выполняется автоматический фокус правопреемства. Добавок к этому, у нас заканчивается фокус на интеграции Ливана. Мы интегрируем Ливан сразу же и делаем его полностью национальным. И вот у нас, кстати, временный лидер идеологии патерналистов. И притом возможность выбрать любого из 3 лидеров. Это немного странно, я думал, нам надо будет их обязательно поддерживать. Но нет, мы можем сейчас любого взять и пойти под его главенством дальше развиваться. У нас тут сирийский дикарь, бывший врач и более-менее исторический путь как раз, ну и Буша из олигархов, которая будет нас вести по своей медицине через реформу здравоохранения и станет даже железной леди.
Воу, а вот это интересный расклад. Здесь у нас получается нейтралы, здесь у нас получаются реакционеры, а тут у нас националисты. То есть 3 основные партии. Еще есть возможность цветы Дамасской весны взять и уйти в демократию. Либо в арабскую, которая через реакционеров, либо же в полные свободные выборы. Разнообразия все же здесь хватает, но давайте сначала добьем Ливан. И вот оно, полюбуйтесь, интеграция. 25 февраля 2001 года. Вся эта территория наша. Сирия вводит войска в Ливан окончательно, и вы уже с этим ничего не поделаете. Это наша территория. Полностью национальные, под нашим контролем. Даже небольшую промышленность получили, которая для нас с вами очень важна, так как у нас всего ничего было фабрик, военных заводов, а теперь 4-4. Народу больше, значит будет еще и налогов побольше. И мы укрепляем свое влияние. Приблизились теперь к Израилю, и можно уже решать, что же делать с ним. Все, подведка у нас Ливана завершена. Скорее всего, подведка сосредоточиться на Ливане нам тоже теперь не светит, так как мы со всем этим разобрались. Ну и у нас теперь возможность уйти в дипломатию, в экономику, в военные реформы, ну и выборы нового лидера. Правда, как я понимаю, здесь, если мы выберем, например, сирийского дикаря, то нам откроется подведка Великой Сирии, потому что здесь нужны именно националисты, и мы сможем тогда влиять на другие страны, требовать подчинения. В том числе даже, кстати, национальные территории получать. В то время как по другим политическим направлениям, я так понимаю, что разве что отсюда. Хотя это тоже выглядит как больше наоборот. Альтернативные пути не нынешнего правительства, а вот как раз через их свержение. Немного непонятно местами древа, но, надеюсь, разберусь, и партия у нас выйдет все-таки не просто сидением на месте, а расширениями и укреплениями. И не хватало нам той проблемы, давайте еще новую. Заявление 1000. Оппозиция требует отмены однопартийной системы с независимой светской судебной системой. Также было несколько демонстраций против правительства в крупнейших городах. Сделайте шаг вниз и принесите демократию. Может, все нормально, и у нас временный президент, либо же с 30% вероятностью реакционная идеология восстанет, в то время как мы можем просто арестовать заговорщиков и разогнать демонстрантов. Выбираем второй вариант, Дамасская весна, и пока мы удержались, все-таки железная леди, да, я взял ее. Мне понравился ее подпуть тем, что она заботится о здравоохранении и народе, правда это олигархи, что уже немного звучит странно, в общем посмотрим, что она тут сотворит. Немного альтернативной истории не повредит. В первый раз у нас вроде как беспорядки прошли успешно, но скорее всего в следующий раз все будет хуже, хуже и хуже. Вряд ли это разовая акция, учитывая, что немалая часть фокусов завязана на том, что мы должны в гражданке победить, и она должна закончиться. Видимо, в будущем нас еще ждет развал. Ну а пока живем и радуемся. Я тут, значит, сижу, развиваю свое производство вин, иду как раз в развитие офиса, электростанцию хочу получить, а тут мировое событие. Знаете тебе, Россия объявляет войну Югославии 24 ноября 2002 года. Ну так вот, неожиданно у них конфликт. Скорее всего, долговой. Вроде как это одна из причин конфликтов в этом моде, но у нас, да, началось мировое веселье. Белград будут бомбить. И вопрос, как на это отреагирует Европа, пока открытый. Но в мире началось свое веселье. Надеюсь, до нас подобное не докатится. И вот мы перемещаемся в июль 2004 года, где мы с вами наконец-таки побеждаем коррупцию. Все, мы с ней разобрались. У нас, кстати, достаточно хорошие траты. Народ доволен, плюсом к этому и бюджет 1,5 миллиарда, или как он здесь рассчитывается, у нас идет в плюс. Все долги выплачены. Но самое грустное, что меня расстраивает, это древо фокусов. Мне писали не раз и предлагали сыграть за Сирию, говорили, что ее здесь обновили, но что-то это какой-то смех. Фокусы по 70 дней все дают почти ничего, просто, одну фабрику, один завод, что-нибудь такое и все. Внешнеполитических решений тоже особых нет. Кстати, вот Дипусилия это чисто просто выбери под альянс, с которым ты хочешь объединиться. Сделай здесь пакт, Саудовская Аравия рядом быть, здесь торговлю с Россией условно сделать и к УДКБ присоединиться, либо вообще в НАТО войти. А вот что вот с этими фокусами, здесь с гражданкой, с восстановлением, вроде как сложно и интересно, но мы ее без проблем преодолели. И пока ничего из этого нам не светит. Поразвиваюсь дальше, посмотрю, что будет. Я просто не хочу растягивать ролик и говорить вам: о, я развил инфраструктуру, я построил возобновляемые источники энергии, сейчас вот получу еще одну инфраструктуру, такую потом еще 2. А тут я, например, займы
собрал, здесь экономику оживил. Нет, конечно, может быть интересно в плане погружения, но геймплейно это вообще никак не влияет особо и не двигает нашу страну. В любом случае у нас железная леди у руля, максимально улучшенная, и я продолжаю экономические реформы, потому что дипломатические, что, кстати, военные, ну, особого смысла для нас с вами пока что не имеют. Ну давайте хоть интересную мировую сводку вам сделаю. Смотрите-ка, Россия Черногорию под свой контроль смогла забрать. Я не знаю, каким образом они высадились. Наверное, отсюда, вроде не так далеко плыть. Но они заняли рубежи и теперь продвигаются дальше. Кстати, по раскладу силы, по конфликту что к чему. И здесь потеря в 100 тысяч против 5. Но армия, вы сами понимаете, у Югославии не вровень. Промышленности у них тоже нет, поэтому, скорее всего, в скором времени они падут. Правда, в горах, в холмах они держатся очень долго, их пока пробить даже не могут, что удивительно. Но Белград, да, в огне страдает. Чё-то как-то Югославии вообще не везет в 21 веке. И хоть одно прекрасное событие, которое произошло, точнее произойдет, это выбор, какое аниме развивать в Сирии. Да. После Сирийского электронного университета идет обязательный выбор между китайским, отечественным, либо же японским. Здесь у нас поддержка Запада, здесь у нас поддержка националистов, здесь поддержка реакционеров. Ну, я выбирать Китай, любовь, жвачка, Били-били, китайское аниме. Под китайским влиянием вперед. Получим еще офис, электростанцию на ископаемом топливе. Идеально. Куда развитие нашей Сирии идет, я, честно говоря, не понимаю. Но делаем. Продолжение мировых сводок. Россия каким-то образом исчезла из Югославии, видимо, потому что тут по скриптам Черногория освободилась. И да, уже Сербия продолжает сражаться с Россией, но при всем при этом они теперь не имеют границ. Вот так вот неожиданно Югославия спаслась. Хотя она в ужасных долгах, очень высокая процентная ставка, жесть, госдолг. Но Черногория спасла Сербию, бывшую Югославию, от поражения. Видимо, конфликт, который никогда не закончится. Но самое удивительное, что хоть и идет конфликт, а стабильный 75. Вот это, конечно, неплохо. Видимо, в Миллениуме от этого не сильно страдает ставка. Опять какой-то непонятный ивент, Турция не согласна. Оказывается, переговоры были с ней при посредничестве Египта какие-то. И они проявляют враждебность до сих пор по отношению к нам. 55 отношения в плюс. Что не так? Некоторые ивенты как будто бы это, что с Францией, что сейчас, как бы должны быть, но вроде бы не тут. Их вроде подрубают, но непонятно зачем. А если что, на Турцию, кстати, влияю, уже 22% влияния. Не знаю, как они против меня быковать собираются, учитывая, что я уже активно внедрился в их экономику. И по большей части почти закончил экономическое развитие. Я просто не знаю, чем еще развиваться и как себя веселить. Потихонечку влияю, потихонечку развиваюсь. И все. И наконец-то я добрался до великой победы Сирии 1 февраля 2011 года. И посмотрите сюда. В Турции 81 почти процент нашего влияния. Это было очень долго. Связано это с двумя причинами. Во-первых, мы с вами были не держава и не так давно лишь стали второстепенной. Так вдобавок к этому и Турция была региональной державой, то есть нам было сложно на нее влиять. Но мы наконец-таки ее добили до второстепенной и можем поражать, сделать марионеткой. Все. Турция теперь официально вассал Сирии. Вот так вот невзначай мы ее выкинули из НАТО и забрали под свой контроль. Это реально победа на мировой арене. Внутри государства все наладили у нас, считаете, и электроэнергия в плюсе, и ничтожная коррупция, и траты везде на нужном уровне, чтоб народ жил и радовался. Так еще теперь и соседа поджали под свой контроль. Вернем одну из своих национальных территорий в лице Хатая, а как только присоединим Турцию полностью, все ее территории станут нашими национальными. Дело не быстрое, но уже основной этап пройден. Раз все-таки не по фокусам интересно, то хотя бы сам себя поразвлекаю и для вас что-то интересное из Сирии попытаюсь сделать. Честно, я расстроен. Во-первых, мод идет долго, так еще и вылетает, притом в разные моменты и непонятные из-за чего. Но я все-таки стараюсь сделать интересный ролик для вас и Сирию привести к своеобразному величию. За это время в мире, кстати, тут смотрите-ка, Украина развалилась, сделала вассальный единый Донбасс. Россия также посражалась через Приднестровье с Молдавией, но почему-то по миру она не забрала ее себе, она ее выделила. Вот это, что мир был, но они почему-то их отдали Румынии. Может быть, Россия налаживает так отношения с Румынией и надеется, что они рано или поздно объединятся. Ну а Сербия все так же сражается, все так же
подвергается атакам, с долгами просто неимоверными, но продолжает жить. А мы сами сейчас, наверное, будем менять правящую партию, точнее, внутри нашей коалиции дадим власть Сирийской арабской социалистической партии Баас. Потому что после присоединения Турции у нас должно быть в достатке ресурсов, а точнее влияния, дабы сделать Объединенную Арабскую Республику. И еще, кстати, один вопрос к знатокам моды у меня тут появился. А вот сирийский экономический потенциал — это какой-то смех или что? Просто требуется одна фабрика или больше? Требуется больше 0 фабрик, но у меня как бы фабрики есть, но я их как бы использовать не могу. Поэтому ряд решений, которые могли бы нам помочь еще больше получить инфраструктуру и ресурсов, пока что недоступен. Может быть, как только мы присоединим Турцию, они активируются? Надеюсь на это. И, видимо, на фоне влияния на Турцию 19 мая 2011 года мы официально стали региональной державой. Это просто прекрасно. Больше политической власти, лучшее иностранное влияние. Конечно, дороже законы, но при всем при этом это хорошо. Учитывайте, у нас все такая же независимость и мировой вклад 0,6%, но мы уже региональная держава. За 11 лет Сирия прям окрепла на Ближнем Востоке. Надеюсь, и дальше наша мощь будет только расти. И вот оно, 24 января 2013 года, наконец-таки мы можем прожать интеграцию Турции. Бамс! Все, интеграция проведена. На время мы получаем дебафы, бюрократическую утечку. Также у нас немного страдает долг, так как мы весь долг Турции взяли на себя. Ну ничего, постепенно его уменьшим. Самое важное, что мы теперь едины. Посмотрите на эту мощную Сирию. Все турецкие земли для нас национальные, ну и за исключением... Хотя подожди, земли Курдистана тоже. Ох, прекрасно, они тоже стали нашими национальными. И несмотря на то, что там идет, кстати, активный конфликт, на нас это никак не влияет. Правда, вот то, о чем я и переживал, у нас до сих пор фабрики, они есть свободные. То есть мы их можем строить, использовать для строительства, все дела. Но... вот здесь вот я до сих пор поражать решение, где нам нужно фабрику одну или больше, не могу. Не знаю, видимо, какой-то баг или еще что-то словил, но сирийский экономический потенциал будет основан не на вот этих фокусах, а просто на влиянии и на самостоятельном строительстве, видимо. Кстати, турецкая промка сильная. Я туда вкладывался активно весь свой бюджет на строительство как раз заводов, и это прекрасный буст для нас с вами. Добавок к этому мы наземный комплекс получили, военно-морской, гражданский тоже комплекс. 3 из 4 уже есть, а мы даже на строительство ничего не потратили. Ну и теперь, да, мы официально должны стать так-то региональной державой. Надеюсь, это обновится. Доходы у нас, кстати, хорошие, экономика в плюсе. Можно сейчас повышать как раз траты на оборону, на полицию, на соцрасходы. И, наверное, даже постепенно снижайте налоги. Заживем теперь вовсю. И посмотрите-ка, мы даже не региональной, а крупной державой теперь являемся. 4,2% влияния на экономику у нас. Хороший теперь прирост политической власти. И мы крупная держава, которая обогнала, получается, и Польшу, и Румынию. И мы теперь мы даже выше Германии так-то по влиянию. Воу. Мы, по сути, да, сравнялись с французами. Вот это сирийский рост. Когда-то были французской колонией, а теперь по экономике не уступаем французам. Вот это я поднял страну за 13 лет. Ну и, кстати, до сих пор конфликты здесь идут. Тут еще почему-то у них претензия на Польшу есть. Интересно, из-за чего оно? Марионетка просто цель. Может быть, опять долговой долг, может быть, какой-то провокационный или еще что-то. Но Польша здесь решила немножко позлить Россию, но Россия не повелась, к счастью, на битву вот со всем этим добром. Иначе бы она сейчас это не выдержала. Ну а мы сами сейчас будем избавляться от минусов, которые у нас есть, с бюрократической утечкой разбираться и уже дальше менять свою партию. А так, кстати, можно было, смотрите-ка, Чехия присоединяется к Польше, объединение Вышеградской группы, и она сразу же становится автономным регионом, то есть сразу же последний уровень для финального присоединения. А нехило у Польши есть такое древо реально фокусов. Ну да, у нее, кстати, древо какое посмотреть. Нормально так. Я, то есть, на Турцию много-много лет влиял, потом еще долго понижал влияние, а тут... раз, одним решением, и Польша их прижала. Мощно? Что еще сказать? Ну что ж, 4 июня 2013 года у нас теперь Сирийская арабская социалистическая партия Баас у руля. Коалиция с олигархами, с Народно-демократической партией, к сожалению, распалась. Я просто согласился на это, сдался, чтобы олигархи отдали им власть. А теперь мы можем прожать вот это решение, став Объединенной Арабской Республикой. Бамс. Ну и да, мы теперь можем приглашать к себе страны. И потом...
постепенно у нас будет возможность их всех объединить под единой страной. Мы подобное, кстати, делали в прохождении за Ирак. Я думал, здесь что-то новое будет, но нет, здесь ровно такая же механика. Они чисто становятся нашими вассалами. Если мы снизим их уровень автономии до регионального командования, они не смогут его повышать. Иначе, если наше влияние мелкое, то они могут нас покинуть. Вообще, нашего влияния как бы нигде-то особо и нет, но при всем при этом некоторые страны уже сейчас готовы с нами объединиться. А с другими, к сожалению, нам придется добиваться определенной поддержки в зависимости от того, какая там правящая партия. То есть, чем она ближе к Западу, тем больше нам влияния надо, вплоть до 70%. Кстати, здесь даже Казахстан есть, правда, немножко не тот Казахстан, который тут восстал. Ну и думаю, затягивать тогда дальше я не буду. Сирия сама по себе своеобразная страна, ветка фокусов, ну, пойдет, но, как по мне, это не обновленная, а какая-то старая-старая-старая. Конечно, некоторые, видимо, моменты обновили и сделали, но в целом страна не особо интересная для игры. Я, конечно, развил Сирию, разобрался с коррупцией, улучшил жизнь обычных граждан, хорошая экономика сейчас плюсовая, промышленность застраивается, с Турцией объединились, много национальных территорий, все прекрасно. Но в плане вот именно фокусов, лора, который бы здесь мог быть с помощью этих фокусов, маловато, конечно. Не хватает каких-то внешних расширений, еще дополнительных фокусов. У того же самого Ирана, например, древо огромное. И там прям много-много всего. У Ирака вообще классное древо. Если вдруг не видели партию, то зацените. А за Сирию немножко грустно. Но в любом случае, партию я провел и привел страну к своеобразной победе. Все-таки стали крупной державой, с которой теперь будет считаться мир. Добавок к этому у нас хорошие отношения с Россией, от которых, кстати, были гаранты, но она, видимо, их сняла. Но ничего, отношения все равно есть. Спасибо за просмотр ролика. Оставляйте свои предложения, где, за кого и как еще сыграть. Может быть, в Миллениуме есть интересные страны, где геймплей пободрее идет. Ну а я надолго не прощаюсь. До скорых встреч.